Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс, события и неожиданности в вашей судьбе до конца апреля. Давайте узнаем, что же там за события, что ждет до конца месяца, с чем, с кем все это будет связано. И в начале, конечно, карты старинного цыганского пасьянса именно о событиях нам расскажут, что, может быть, и вам еще доведется прожить до конца апреля, с чем, с какими вопросами, темами столкнет вас жизнь, может быть так. Давайте рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и, конечно, здравого смысла. Помним, что жизнь напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Вот что же там выпадет моим дорогим, любимым львам? Благополучие с первого значения, и это уже заставляет задуматься, что для вас благоприятное время. И даже если вы чувствуете сейчас, что какое благоприятное, кто-то подумает, вот о чем ты сейчас говоришь. Да у меня тут одни неопределенности, но ведь это мы так ощущаем, согласитесь. То, что мы чувствуем, то, что мы видим или воспринимаем увиденное, это именно мы можем пропускать через какие-то свои основы, постулаты, мировоззрения. Но в целом всегда благополучие – это тот образ голубь. Конечно, это символ мира, но это еще и одновременно, когда даже из сложных ситуаций мы можем выйти, мы можем решить какие-то наболевшие и такие запутанные вопросы. И когда в целом нам пространство, Вселенная создает добрые энергии, когда мы как раз можем и остаться довольны. Это время нельзя упустить, я бы даже так сказала. Для кого-то из вас это прекрасное время, кстати, астрологически ведь это тоже так. У вас как будто больше, вот может быть, означает благополучие, понятно, емкое значение. Тут и личная жизнь, тут и вопросы дома, тут у кого-то и дети, да. Но вот это значение открытой книги чаще всего олицетворяет учреждение, организация, может быть, работа. Возможно, это будет связано с важными согласованиями, составлением или заключением каких-то контрактов, договоров, когда вот именно что-то официально. Я не исключаю, может быть, это и вам, да. Смотрите, у вас выпадает бокал, вообще прописано в пасьянсе «гости». Либо мы в гости, либо к нам гости. Но давайте не будем так категоричны и очень как-то так примитивно, может быть, рассматривать этот бокал. Вполне вероятно, это какая-то важная встреча, которая у вас состоится, и я допускаю, это официальная встреча. Хотя я не исключаю, что это могут быть, правда, какие-то и гости, и подарки. Тут у каждого что-то свое. Почему говорю? Потому как у вас еще и выпадают деньги. Но может быть вот какой-то важный разговор, диалог с руководителем, например. У кого-то так проиграется. Важный контакт, который для вас открывает совершенно иные перспективы. И хочется сказать, у вас совпадает закрытый путь. Это когда, к примеру, да, может быть, и буквально тут вы куда-то собирались, а тут не нужно будет ехать. Или когда вы какое-то дело доведете как до ума, до какого-то последнего, да, аккорда, и после этого уже как будто вам не нужно этим заново заниматься, закрытый путь. Хотя для кого-то может быть и перенос. Вот если планируется важная встреча, ну, неважно, может быть, это личной жизни касается, или пусть это даже деловые какие-то планы. Не всегда это говорят, ну, прямо замок, и это уже навсегда. Для кого-то из вас вот такое сочетание может означать перенос по срокам. Или когда собирались ехать в одно место, а потом взяли, передумали, нет, туда не поеду, поеду в другое место. Потому как, ну, вот так вот целесообразно. Или так будет правильно. Вот что-то такое тоже я допускаю. Вообще у нас апрель месяц может быть богат на неожиданности, мои дорогие. Планетарный транзит Урана, который 26 апреля из знака Телец переходит в знак Близнецы. Уран – это всегда индивидуальность, да, это инновационная планета, это та, которую мы чаще слышим, словно все ломает. Ломает какие-то прежние предубеждения, ломает шаблоны, сносит все то, что наносное и ненужное. Может быть, раньше было нужно, а теперь не актуально. И вот такая перестройка, она запускается в жизни каждого из нас. На каждого из нас Уран влияет. Но вот когда Уран вот с 26 апреля будет в Близнецах,
ему будет несколько полегче, нежели в таком, ну, немножко тяжеловатом тельце. Близнецы – это знак перемен где-то, да, или способности быстро адаптироваться, любопытство к жизни. Так вот, Уран раскрывает нашу индивидуальность. И поэтому это творческие проекты. Это то, что вы хотели развить, создать, стать популярным или достичь каких-то определенных высот. Именно индивидуальность. Да, Уран забирает все то, что ненужное, то, что не служит вашему прогрессу. Все-таки сказала несколько слов. Кто-то и не интересуется астрологией, но это так, чтобы вы эту тему видели несколько пошире. У вас еще совпадает, посмотрите, официально, если мы говорим учреждение, еще одновременно у вас совпадает конверт именно с сургучной печатью. Конечно, в нашу цифровую эпоху звонок, написание в мессенджере или какой-то смс может быть, но здесь все-таки может быть вопрос, который касается именно подписания документа. Или вы получите какую-то важную бумагу, и, может быть, в ответ на эту бумагу вам тоже придется другую бумагу составлять, или куда-то отправиться для того, чтобы, ну, разобраться с каким-то вопросом. Именно я тут вижу, для кого-то, к примеру, может потребоваться консультация юриста или важные переговоры для того, чтобы прояснить какую-то ситуацию. Но у вас очень много таких карт, которые, как благополучие, да, гости. Это где-то через ощущения. И любовь, мои дорогие розы, это любовь. Поэтому здесь я вижу для кого-то из вас, по крайней мере, по части личной жизни, тут какие-то новые планы, может быть, будут как минимум. Или что-то приятное, хочется сказать. Смотрим, в нашем пасьянсе мы можем соединять значения в крайних рядах карт по горизонтали и по вертикали. Что для львов еще совпадает? Вообще очень добрый расклад, правда. Не вижу я совпадений, сейчас еще пробегусь глазами. А вот смотрите, совпадает дерево, да, ну вот такая ветвь. Значение ожидания. Может быть, и вы ждете чего-то, да, вот этого документа, к примеру. Но иногда, конечно, мы все разные. Иногда это означает как бесплодное ожидание, да, и, может быть, вот тут вы некоторые конфигурации будете менять, свои собственные. А для кого-то из вас как документа нужно дождаться. Это определенный регламент. Ну, видимо, добрые дела наспех не делаются. Или ваш план, ваш проект, который тоже вот до конца апреля, но не умещается вот в эти временные рамки. И это дело будет иметь заход вплоть, ну, может быть, и на май месяц тоже. Ладно, не вижу больше совпадений, мои дорогие львы. Пойдем с вами дальше и узнаем, что нам расскажут карты Таро. Первая карта. Что нового идет в вашу жизнь? Что нового, мои дорогие львы, идет на ваш порог? Чем запомнится вам апрель 2026? Кто или что появится неожиданно? Событие, которое изменит вашу жизнь или как-то повлияет на вас самих. Что вас будет радовать, мои дорогие львы? В чем ваша сила до конца апреля? Ну и достанем карту совета одновременно с таким вопросом, к чему приготовиться, да, что будет дальше. Первая карта. Так что же нового идет в вашу жизнь? А вот какая-то реструктуризация, трансформация, нравится нам это или нет. Тут может быть важный контакт, или это будет ситуация касаться того, что вы услышите какую-то новость. Ведь всегда по этой карте какая-то внутренняя перестройка тоже, ну, как бы присутствует. Но почему? Старший аркан говорит о том, что это вокруг вас что-то меняется. И для кого-то это меняется порядок на работе, график на работе, меняется руководитель, или приказы меняются. Может быть, отчет надо переделать, да, какая-то форма отчета, это будет внезапно. Есть элемент вот скорости, внезапности, неожиданности, но это где-то через трансформацию и те события, которые вот именно извне. Пусть это не мы инициировали, но нам придется на это откликаться. Как-то что-то, может быть, и себя перестраивать, пересматривать свой график работы, да, или переделывать какой-то документ. Вот я, кстати, такое могу допустить. Почему? Потому что по этой карте всегда идет какая-то система.
Вот система, как иерархия, или какой-то порядок, который был до этого времени, и вот здесь он словно рушится, здесь он меняется, и нам как будто ничего другого не остается. Ну, идти по ситуации, мои дорогие. Так что же нового для вас? Когда вот такое сочетание или подобное выпадает, я говорю, хоть камни с неба, а для вас праздник, а вам это как будто во благо. Не бойтесь каких-то процессов, которые, опять же, инициировали не вы, а в которых вы можете оказаться, или в каких-то ситуациях. Либо вы раскроете, даже вот как в какой-то трансформационной неразберихе, свои лучшие черты характера, или проявите свой талант, или с нужными людьми вы, вот вы, мои дорогие, вы можете договориться, к примеру, банальная работа, если мы берем, или какой-то сложный вопрос рабочий, когда вот вам это под силу, а остальным нет. Поэтому и праздник, когда мы себя как будто узнаем как должно. И поверьте, так, наверное, философия жизни складывается, что мы себя узнаем или проявляем лучшие черты характера не тогда, когда мы расслаблены, у нас все хорошо, а вот когда нам сложно. Точно. У вас как будто, смотрите, принц Пентаклей. Это как перевернуть страницу прежнего какого-то сюжета. Это всегда начало. И это не совсем с нуля, потому что принц Пентаклей, да, это медленно, действительно. Вот тут у нас листва выпадала. У вас какое-то будет радостное известие, или его величество случай, или какая-то возможность. Хотя я допускаю, что у кого-то уже в обстановке как будто складывается так, что вы это предчувствуете. Потому что по принцу вы могли рассуждать на эту тему или размышлять прежде. Пусть это даже у кого-то личная жизнь. Может быть и так. Может быть в личной жизни с учетом тройки кубков, к примеру, были какие-то третьи лица, третьи факторы, или какая-то была неразбериха, то здесь, скорее всего, может случиться важный разговор, когда вы могли строить планы, вы могли строить доводы, а здесь у вас откроется какое-то дело, ну, по сути дела, проясняется что-то. И вы понимаете, как вам теперь это действовать, или как вам теперь взаимодействовать с кем-то. И это тоже где-то карта «Самый медленный рыцарь» или «Принц», будем говорить, но здесь изображен на коне именно как рыцарь, это колода Таро иллюминатов. Он несет торжественно вот этот пентакль. Для кого-то из вас финансовый рост, когда вот одна была денежка, а тут нужно на что-то согласиться, или принять, может быть, чье-то предложение, или самому. Вот как раз когда башня, когда, ну, условно метусятся, да, как будто люди растерялись, не знают, что им делать. Но вот вы, мои дорогие львы, будете знать. В этом где-то будет ваш приоритет. Ну, наверное, какую-то свою тропиночку нужно проложить. Будет до конца апреля, потому что вполне вероятно по этой карте это как марафонский забег. Это вы себе прокладываете дорогу к известности, дорогу к карьере, на лет 10-20, у кого-то так. У кого-то это может быть как совпадение, допустим, и внешних событий, обстоятельств, еще и одновременно с вашими задумками. Может быть, развивать свое творчество, открыть личное дело, и вы будете делать первые шаги, такие осторожные. Готовы будете со всеми договариваться, словно с учетом карты башни есть это такое значение, я говорю, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Важное событие. Чем львам запомнится апрель? Неожиданное событие. Восьмерка жезлов – это всегда такой драйв, когда 1000 дорог, как я говорю, сходятся в одной точке. Неожиданное получение, может быть, информации, неожиданная встреча с каким-то человеком. Или когда мы понимаем, тоже эта информация, или, может быть, конкретно документ мы получаем, и нам нужно куда-то отправиться. Нам нужно вот именно сейчас оставить, может быть, то, чем мы занимались прежде. Я не имею в виду бросить все и начать что-то там с нуля. Нет, но явно до конца апреля, может быть, один раз, а может быть и не единожды, будут такие ситуации, когда именно то, что вам знакомо, или какая-то даже, к примеру, рабочая рутина. Вы ее так отложите несколько на потом. Но карта говорит, и это ведь важное событие, чем запомнится. А вот именно куй железо пока горячо. Это тоже карта доброй трансформации, я часто называю именно так. Потому что это, знаете, как по щелчку. Или как с получением, вот как бумаги, новости. Или, может быть, ваш собственный инсайт.
Вот до этого не думали, а тут из разряда «О, меня осенила Эврика, теперь я понимаю, что это за... Вообще, что происходило? Или зачем все это было нужно?» Вот теперь как будто нужно действовать, потому что всегда эта карта предполагает скорость и действие. Да, мы на какое-то время сместили наши графики, что-то пересмотрели, что-то, то, что было, может быть, первостепенное, поставили на второе место, второстепенное. А теперь вот есть то, что именно это требует вашего внимания, вашего времени затратного, да, и этим нужно заняться, потому что с этого это, как знаете, новая точка отсчета. Кто или что появится неожиданно? Верховная жрица. А вы знаете, тут может появиться действительно как вот эта Эврика, когда прежде была какая-то запутанная история. И, видимо, мало-помалу до конца апреля, как минимум, эта история будет либо развиваться, проясняться. Вы можете где-то самому и себе или самой себе сказать, а ведь я уже думала об этом. Я уже об этом предполагала. Ведь это карта интуиции. Будем реалистами. Интуиция – это у нас тандем, всегда напоминаю. Интуиция – это не про сомнение, не самокопание. Это тандем нашего интеллекта, то есть холодного разума и прошлого опыта. То, что уже случилось на практике. Поэтому, когда мы соединяем ту дорогу, которую мы уже прошли, или путь, или то, что, допустим, с чем мы соприкоснулись, и вот теперь соединяем это, знаете, у нас апрель и где-то май, это словно небесный невидимый мост между прошлым и будущим, именно за счет Урана. Но и не только за счет Урана. Должна сказать, конфигурация Сатурна у нас такова, и это будет продолжаться последующие пару месяцев. Здесь даже с учетом того, что у нас потом Сатурн уйдет в ретро-движение, я допускаю, что для кого-то из вас это та ситуация, которая как минимум до конца года будет пересматриваться, как будто переписываться, или как-то в новых гранях взаимодействия тоже может быть переложено. Но вот именно это тот вопрос, который запутанный. Поэтому и люди могут в связи с какой-то путаницей, да, с кем она была связана, внезапно появиться конкретный человек. Или даже, пусть это будет касаться документов или конкретного вопроса, темы, который тоже был неясен. Вот тут неожиданное, как прояснение, факт. Для кого-то из вас, посмотрите, шикарная карта. Высшие силы помогают, но вообще-то это карта финансового успеха и великого баланса. Именно 6. Мы знаем 6 по Таро, я часто говорю, это как победа. Вот у вас может быть такая своеобразная победа, и, в общем-то, у нас здесь с вами денежки совпадали, поэтому не случайно благополучие, не случайно все значения в пасьянсе, получение денег. Или это тот труд, та работа, которая вам может приносить в будущем другие деньги. Здесь какая-то перестройка у вас может быть по части работы, нельзя это упустить. Но всегда этот аркан призывает быть внимательному в плане денег. Потому что работает эта карта в одном направлении. Напоминает, помни, рука дающего завтра будет как рука просящего. Не потратить деньги, мои дорогие. И аркан Верховная Жрица тоже где-то подсказывает. Не живи одним моментом, потому что могут быть перемены. Все же ты находишься как в эпицентре перемен. Да, тебе высшие силы помогают. Может быть, и решить какую-то финансовую тему или закрыть финансовую брешь, минус какой-то, вы сумеете. Но нужно быть прозорливым, слушать вот именно свою интуицию, потому что сейчас вам как какие-то добрые перемены или вести спешат, или обстановка, энергия, которая вам помогает что-то осуществить без внутреннего надрыва. А потом это тоже может, как придется сохранять, понимаете, сохранять свой статус или сохранять как плату какую-то, которую вы достигаете. И мало одержать эту победу. Ее же нужно еще и удержать. Вот подумайте об этом. У кого-то это может быть связано финансовые вопросы с каким-то человеком, может быть даже с тем человеком, который на расстоянии, или с тем человеком, о котором вы думали когда-то, но вы его плохо знаете. Он для вас, как, знаете, кошка, которая гуляет сама по себе, или когда, ну, вы не знали, что от него ожидать. Вполне вероятно, тут не до конца апреля с учетом старшего аркана. Это всегда как старшие арканы выпадают, мои дорогие. Так и знай,
Эта тема какая-то, она не будет умещаться в ровно тот срок, к примеру, как мы с вами говорим, до конца апреля. Это пару-тройку месяцев, как минимум, и дальше. Будьте к этому готовы. Как и люди, так и события формируют из какой-то запутанности прояснения. Но вы где-то об этом думали. События, которые изменят вас, вашу жизнь, с чем это связано? Приготовьтесь к дороге, приготовьтесь к переменам. Нам снова... Посмотрите, у вас 3 карты, по сути дела, перемен. Это карта успеха. Конечно, это карта вот тот победитель, который словно на колеснице мчится. Здесь что-то будет ускоряться у вас, будьте к этому готовы. Мало того, что мы говорим, смотрите, 3 ускорения, мои дорогие. Поэтому кто-то, для кого-то это проиграется, когда не одна новость, а 3 новости или 3 события. Сначала одно, когда я сказала, нужно успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. То есть быть рациональным, понимаете? Вот, видимо, идти по ситуации, так проживать каждый день до конца апреля это как минимум. Потому что следом будут еще какие-то новости. И здесь словно нужно взять мечту, добрые перемены. И если вы вписываетесь вот в этот график перемен, потому что у вас конкретно на перемены выпадает аркан колесница. Это и сами по себе какие-то изменения, поскольку внешне, как бы мы говорим, старший аркан, значит, внешние события на вас воздействуют. Но и самому же не оплошать, не упустить какую-то возможность, потому что стремительно что-то может меняться. Но мы можем точно так же и отказаться. Почему нет? Но, видимо, пройти, вы знаете, как той дорогой судьбы и обстоятельств, которые у вас складываются. Вы очень изменитесь, мои дорогие. Вторая половина 2026 года, когда у вас могут произойти, но, конечно, это все зависит от вашей активности, от вашей деятельности, от вашей готовности, опять же, пройти по этой ситуации также. Но здесь все может измениться. И ваш статус, и ваши взгляды, мировоззрение. Вы можете отправиться туда, куда вы сейчас, глядя этот расклад, даже не собираетесь. Вы можете начать заниматься теми вопросами, творчеством, а может быть и бизнесом. Вот я говорила, да, не упустите момент, если вы думаете, к примеру, а именно работе на самого себя с учетом принципа Пентаклей. И может быть это вы думаете, сейчас, да, я работу оставить не могу, но на последующий период мне было бы очень правильно как-то рассчитывать больше на самого себя. Вот тогда используйте это волшебное время. Может быть, как обрасти нужными связями, найти нужную информацию, потому что неизбежно будет что-то меняться. Да, запрыгнуть в вагон последний уходящего поезда, все-таки это значение для кого-то будет очень активно проигрываться, потому что на кону перемены, которые меняют и вас, и вашу жизнь, а для кого-то и место проживания. А у кого-то это вопросы могут совпасть, может быть, буквально до конца апреля смена автомобиля. Редко, но иногда аркан колесница проигрывается и так. В чем ваша сила? Туда-сюда. Ваша сила, хочется сказать, да? Карта конкретно говорит, будь легок на подъем. Пробуй, пока не получится или не надоест. Рассматривай все новое. Не отказывайся. Ты именно через опыт, Лев, через какие-то мелкие шаги приобретаешь что-то очень важное. Это действительно как жизнь, может быть, у кого-то даже словно с нуля. Какой-то проект, мои дорогие. Вот этот адаптивный человек, хочется сказать. А здесь у нас на заднем плане, посмотрите, 2 корабля. Это символ перемен, 2 символа перемен и символ Меркурия, быстрая информация, каких-то внешних на вас воздействий. И вот как этому жонглеру приходится как будто, да, балансировать, одновременно сидеть на 2 стульях, успевая перемещаться с первого на второй. Вот к этому тоже будьте готовы, в этом ваша сила. И если пробовать один проект, хорошо, может быть, составьте даже 2-3 плана, план А, план Б, план С. Попробовали одно, видите, нет, что-то тут не идет, окей, оставляю, пробую второе. Есть какое-то предложение. Вам, мои дорогие, вам зацепиться за что-то нужно. Ухватиться, правда. Вам все карты об этом. Вот какая-то и ситуация, пусть у кого-то это касается финансов. Вот, кстати, про финансы нам говорят, как будто ты, Лев, обойдешься 2 пентаклями. Что это имеет за значение? Деньги есть, деньги будут. Нам
Все карты об этом сказали, но не трать. Тебе сейчас больше и важнее твое вдохновение, умение вот именно какую-то не денежную тему, а вот может быть как по работе, творчество, карьера, какие-то контакты, а не, ну где-то может быть тешить свое эго, потому что я могу допустить, вы сами можете рассуждать, купить, допустим, мне до конца апреля какую-то вещь или нет, приобрести или нет, а я бы сказала, деньги могут понадобиться для инвестиций в самого себя. Или в последующем вы пока не видите, а у вас перемены, что там поменяется, и может быть эта сумма денег вам понадобится. Поэтому будьте гибче, будьте вот этим жонглером. Может быть и придется где-то так лавировать, может быть и между людьми, ситуациями, обстоятельствами, но в этом ваша сила, в этом ваш приоритет. Карта советы, к чему приготовиться львам. Но будьте гибче, будьте хитрее. Здесь и вы пока еще не знаете всего-всего. Вы только как будто начинаете узнавать ту информацию, которая была прежде либо спутана, либо закрыта, либо а вы не видели по каким-то причинам. Вы находились в другом словно шаблоне, в других рамках, да, ваших представлений, убеждений, мировоззрения. Семерка мечей, хоть и иногда называют карту вора, поэтому все же как совет, будь внимателен, лев, потому что не все люди, но у нас сейчас такое время, и на последующий период каждый будет заниматься собственным благополучием. И поэтому свои приоритеты каждый, понятно, поставит нас на первое место. Поэтому могут ухитрить. Но и вам как будто тоже нужно освоить такую тактику. И есть ведь в этой колоде, именно в этой карте, значение забрать свое. Человек крадется ночью, когда никто не видит. Здесь у нас часовой. Но он отвернулся. Значит, так сопоставил время этот человек и забирает 7 мечей, а забирает 5. Словно чужое мне не надо, но и свое я не отдам. И уходит очень даже довольный. Поэтому тут какие-то варианты, когда придется продумывать свою тактику нетривиальным способом. Действовать, давайте подведем итог. Вам придется действовать в течение апреля, а может быть и мая, и июня. Таким образом, когда от вас никто этого не ждет. Вам придется хранить где-то молчание, тайну, о себе много не рассказывать, оставайтесь загадкой. И при этом будьте лояльны к миру или транслируйте именно участие. Ну, хотя вы, мои дорогие любимые львы, вы как раз многим помогаете. Но, может быть, кстати, карта говорит, именно в этот период подумай о себе, лев. Потому что все карты нам сказали, впереди перемены. Поэтому где-то и хитрее, и ловчее. Где-то предыдущая карта нам тоже об этом сказала. Приготовься как будто к этому. Потому что вот эти перемены, которые начинаются, может быть, это первые какие-то ласточки до конца апреля, а дальше тема номер 2 и еще тема номер 3, которая касается перемен. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете мне добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, а ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.